Львы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на октябрь 2024 года. Смотрим, что принесет вам месяц, как к нему стоит подготовиться и в целом, какими событиями он удивит и порадует. Настраивайтесь на расклад и на получение информации, а мы с вами приступим. Карта просится сама. Ложится аркан «Справедливость». Так, основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. По поводу аркана «Справедливость», который вышел сам. Здесь по ситуации месяц будет сопряжен с юридическими или бюрократическими вопросами. Помимо всего прочего, вы можете заниматься оформлением документов, восстановлением документов, подписанием контрактов, договоров, перевыпуском, может быть, ваших банковских карт, или один счет закрыли, иной открыли. То есть это все, что касается каких-то таких вот технических, юридических моментов. Еще аркан «Справедливость» — это ситуация, когда вы можете обращаться в судебные инстанции, подавать иски, с кем-то судиться, или стремиться получить лицензию, справку, опять же, удачно пройти проверку, сдать экзамен. Как для вас раскроется этот месяц, давайте смотреть в целом. Основные энергии у нас ложится рыцарь чаш. Это энергия позитива, радости, комфорта, компромисса, ситуация, когда к вам будут идти с выгодными предложениями, и вы будете идти на контакт. В целом месяц может ознаменоваться, пусть и краткосрочными, но приятными поездками, которые приподнимут ваше настроение, вашу энергетику, подарят много положительных эмоций. И помимо всего прочего, вот дотягиваю карту, 8 жезлов. Если вы планировали переезд, смену места жительства или иммиграцию, то этот период для вас будет достаточно успешным. Если на повестке дня у вас стал вопрос покупки или продажи транспортного средства, то, как мы видим по арканам, удастся это реализовать. Работа по 5 чаш. Это ситуация, когда есть аспект досады, потому что 5 чаш, она сама по себе символизирует карту траура, горя или потерь. И в контексте работы это может быть еще сожаление о каких-то действиях или поступках, которые могут привести к неудовлетворительному для вас результату. Так ли это? Давайте раскрывать и смотреть, что же здесь по факту. Для тех, кто сейчас у нас не работает, 5 чаш и король чаш. Это может быть некая ситуация отчаяния, что, во-первых, вы можете находиться на попечении у близких или родственников. И второй аспект, что нет реализации вашего потенциала, вашего творчества. Оно якобы не востребовано в плане продаж, монетизации, потому что дно колоды королева монет. То есть вы не можете поставить это на профессиональный поток и на финансовой основе предлагать ваши товары или услуги. Вот здесь, если нет понимания, как это сделать, обращайтесь к людям, которые занимаются этими вещами, к таргетологам, СММщикам, создателям сайтов и так далее, которые могут помогать продвигать ваш труд. Для тех же, кто у нас является соискателем, здесь на повестке дня король мечей. Это аркан, который говорит, анализируя все карты в целом, ситуацию, что может быть несколько жесткое или предвзятое отношение к вам на собеседованиях, на интервью. И ситуация, когда ваши какие-то планы, цели или желания не увенчаются успехом. То есть даже если вам предлагают работу, изучая ее подноготную на стажировке, вы понимаете, что это не та структура, не тот коллектив, не та ниша, не та сфера деятельности, где вы хотели бы себя реализовать. Если вы у нас наемный сотрудник, 5 чаш и 4 мечей. В лучшем случае это может быть ситуация отпуска, в худшем больничный лист. Ну а в целом еще это может быть увольнение, но не по причине, что вас увольняют. Это будет ваше осознанное решение. В чем здесь сожаление по 5 чаш? Что длительный период старались, вкладывались, пытались строить карьеру, но понимаете, что это безрезультативно. То есть нет отдачи, нет выхлопа, поэтому вами может быть принято решение эту ситуацию, так сказать, похоронить. Если вы владеете собственным делом, 5 чаш и 2 чаш – это сожаление относительно того факта, что вам с кем-то придется разрывать партнерские соглашения,
Это первый момент. И второй нюанс, что кто-то из партнеров может не оправдать вашего доверия. Потому что пятерка чаш и двойка чаш — это как сожаление, что вы в принципе с кем-то стали взаимодействовать и выстраивать бизнес-отношения, рабочие отношения, потому что по пятерке чаш это приводит к плачевным результатам. Финансовая сторона вопроса. Здесь аркан влюбленный. Карта положительная, аркан позитивный, потому что это и рост доходов, и приумножение, и помимо всего прочего, это деньги из нескольких источников одномоментно. То есть, допустим, можете зарабатывать вы и какие-то там дотации или выплаты от государства. Или кто-то дополнительно может вам помогать из близких, давать какой-то ресурс. Опять же, вам могут вернуть деньги, или вы можете заработать на своем хобби. То есть в рамках этого периода деньги могут приходить из ряда источников одномоментно, и это улучшает ваше финансовое благосостояние. Вопросы здоровья. Восьмерка чаш. Обращаем внимание на нюансы, связанные с варикозом. У кого есть сосудистая сетка, проконсультируйтесь с флебологом. Может быть, по рекомендации врача нужно будет ее удалять. Опять же, это аркан психоэмоционального состояния, а точнее его нарушения. Это когда может быть апатия, депрессия, хандра, ситуация, когда вялость, усталость. Проверяйте гормональный фон, потому что по этому аркану он существенно может влиять на такое положение вещей. Личная жизнь. Что здесь? А здесь аркан звезда. Ну, как говорится, по звезде здесь вам улыбнется удача. Что здесь? Давайте смотреть и раскрывать. Для тех, кто у нас свободен. Звезда и пятерка мечей. Сейчас объясню. Это та ситуация, когда даже, может быть, какие-то хейтеры или недоброжелатели будут восторгаться вашей личностью, вашими поступками, вашим «я» в целом. И если же смотреть в плане личной жизни и построения отношений, то пятерка мечей и колесница – это может быть знакомство с человеком, с которым вы находитесь в противоборствующих лагерях. Сейчас объясню. Даже если у вас там нет врагов, вы ко всем относитесь с открытой душой, миролюбиво, но это может быть человек иной культуры, вероисповедания, взглядов на жизнь, то, что противоречит вашей концепции. Но даже этого человека, знаете, как ничто не остановит восхищаться вами. Я не вижу открытого посыла с вашей стороны выстраивать эти взаимоотношения, но то, что вы также будете приятно удивлены, это факт, потому что здесь, это быть у всех на устах. Кстати, по звезде это быть более известными, более медийными. Если у вас есть свои страницы в социальных сетях или там, может быть, свой блог, тут, знаете, даже такая ситуация, когда хейтеры могут повысить вашу значимость, и к вам придет больше подписчиков и так далее, которые могут увлекаться вашей персоной. То есть будет много знакомств, много контактов. Но если смотреть в целом, то я не вижу пока, чтобы вы вычленили конкретного человека и с ним выстраивали союз. Но, тем не менее, как показывает аркан, это быть на гребне успеха. И если вы в любовных треугольниках, звезда и аркан луна, это ситуация, когда есть такая позиция «меня обманывать не нужно, а сам обманываться рад», потому что звезда и луна – это строить ложные надежды или ложные чаяния. Тот аспект, когда вы четко внутренне понимаете, что отношений развития нет, но все равно надеетесь на тот факт, что есть перспективы их развивать в том русле, как вы хотите или как вы себе это видите. Но это мнение несколько ошибочно. Если вы в стабильных союзах. Звезда и девятка мечей. Сейчас посмотрю, чего вы здесь так опасаетесь. И двойка мечей. Здесь есть риски или опасения, что, допустим, ваша медийность или медийность вашего партнера, партнерши могут стать камнем преткновения в ваших отношениях. Потому что девятка мечей, двойка мечей – это когда человек дистанцируется, отдаляется от вас по той причине, что у него и так много внимания, любви, заботы, сюрпризов, подарков, опеки и прочее. Даже если, скажем, в повседневной жизни вы не являетесь блогером, это тот момент, когда среди вас могут видеться много новых знакомых или людей, которые хотят с вами общаться, или друзей, которые будут перетягивать на себя ваше внимание. И это не совсем позитивно, может сказаться на взаимоотношениях с вашей второй половиной. Смотрим совет от карт. Пятерка монет.
точка невозврата, как мы ее называем, или выход из состояния кризиса. О чем говорит конкретно? Во-первых, любой кризис – это фаза роста, и вам нужно понять и осознать, как вам добиться успеха в течение этого периода, какие свои ошибки проанализировать и как их искоренить. Опять же, пятерка монет как призыв в рамках этого месяца не брать кредитов, ипотек, не давать в долг, не играть, не делать какие-то крупные ставки, не инвестировать в непрощупанные вами проекты, потому что можете потерять ресурс. И в целом, что такое пятерка монет? Это ситуация стагнации. Обращайте внимание на здоровье, потому что пятерка монет – отсутствие ресурсов, то есть силы, состояния духа, хорошего самочувствия. То есть здесь больше нужно будет сконцентрироваться на этом. Смотрим с вами неожиданность периода, что здесь... Так, Луна, Всадник, Лиса и дно колоды Якорь. В первую очередь, как мы видим, ситуации могут касаться работы, потому что Луна, Всадник и Лиса – это откроется какая-то недостоверная информация, лживая информация. Может быть ситуация, когда ходят какие-то сплетни в отношении вас, вашей работы, потому что Всадник, Лиса – это как какие-то слухи, которые ничем не подтверждены. И опять же, подписывая какие-либо важные или значимые для вас документы, в особенности трудовой договор или, может быть, соглашение по бизнесу, внимательно изучайте детали договора, потому что это может быть как обман в документах или какие-то ложные факторы. То есть здесь обращайте на это особое внимание. В остальном же месяц у вас положительный, позитивный. Нужно немножко потянуть состояние здоровья. И вот эти сферы, работа и личная жизнь, однозначно уйдут у вас в плюс. Вот такой период. Жду от вас обратной связи относительно того, как отыграется данная информация, какие перемены произойдут. Напоминаю, что информация вам дается не как говорится, вектор к действию, а всего лишь как предостережение, как пища для ума и размышлений. Что вам необходимо сделать для того, чтобы ваша жизнь пошла в лучшее русло. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.